Доброе утро, зрители stopgame.ru. Вы смотрите InFact. Ровно месяц. Всего только один месяц отделяет нас от Warhammer 40 000 Space Marine 2. А вот некоторым уже дали пощупать пробничек. Что говорят блогеры и журналисты о долгожданном блокбастере по 40-тысячнику? Автор GameSpot убежден, что игра абсолютно точно зайдет в вселенной Warhammer и фанатам оригинальной Space Marine в частности. Проект превзошел все его ожидания, несмотря на 20-летний стаж увлечения Вахой. Каждый наплечник, лазган и раскуроченный танк на поле боя выполнены с уважением к первоисточнику. Разработчики бросают на тебя орды противников и воистину дают почувствовать масштаб происходящего. Боевка будет знакома тем, кто играл в первую часть, однако она претерпела ряд улучшений. Четкие уклонения и парирование дают возможность мгновенно прикончить противника или нанести ему существенный урон. Никуда не делись и зрелищные комбо-добивания, восстанавливающие здоровье. Когда Титус расправляется с более крупными тиранидами, окружающая их мелюзга теряет связь с роем и также помирает. Схватки смотрятся кроваво и зрелищно. При игре с ботами искусственный интеллект товарищей главного героя показывает себя хорошо. Болванчики не тупят и даже поднимают Тита, если того опрокинули ксеносы. В общем, по геймплею все здорово, а вот на технические проблемы жаловались все, кто прикасался к демке. Фреймрейт падает на босс-файтах, звук и картинка в заставках то и дело рассинхронится, но к релизу это еще можно успеть исправить, уж я надеюсь. Тревогу вызывает разве что PvP-режим, публичную бету которого ранее отменили, а журналистам и сейчас ее пощупать не дали. Во всяком случае, это далеко не самая важная часть игры, главное, чтобы сингл-кампания была годной, а остальное это уже опционально. Warhammer 40 000 Space Marine 2 выйдет 9 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. В сделку входит и полная русская локализация. Wolfeye Studios опубликовала первые изображения из своей новой, пока безымянной игры. Она рассчитана на фанатов Dishonored и Prey 2017 года. Неспроста ж у руля Wolfeye Studios находится геймдизайнер и основатель Arkane Studios Рафаэль Колантонио, а кроме него в состав команды входят и бывшие сотрудники Arkane Леон и Arkane Остин. Так вот, следующая их игра станет ролевым экшеном от первого лица. Производство только-только перешло от стадии препродакшена к полноценной разработке. Проект предложит богатый и детализированный мир, свободу действий и глубокое погружение в RPG-механики. На официальном сайте студии можно оставить заявку на закрытый альфа-тест. В данный момент авторы подыскивают себе издателя. Никто этого, конечно же, не ожидал, но Suicide Squad Kill the Justice League оказалась катастрофическим провалом для Warner Bros. Из-за слабых продаж отряда самоубийц игровое направление компании просело аж на 41%. Эта неудача была бы не столь ощутимой, если бы не феноменальный успех Hogwarts Legacy в аналогичный период в прошлом году. Дэвид Заслав и Жан-Бриак Перрет заявили, что продолжат развивать игровое подразделение. А еще что важно, развивать именно условно-бесплатные тайтлы. Перрет уверен, что фри-ту-плейные проекты в силах помочь игровому направлению выдержать баланс. Индустрия движется циклами, которые продиктованы временем разработки. На создание интерактивных развлечений обычно уходит по 3-4 года. Проекты с длительной поддержкой должны снять давление со студий, которые готовят премиальные тайтлы. Для этого была, например, приобретена команда Player First Games, создавшая Multiversus. Что же до крупных тайтлов, ближайшим из них станет игра о Чудо-женщине от Monolith Productions и Warner Bros. Games Montreal. Впрочем, никаких новых подробностей о ней не сообщается. На QuakeCon 2024 создатели Doom Eternal анонсировали и тут же пустили в массы официальную поддержку модификаций. Для любителей навернуть на игру фанатского творчества id запилила специальный лончер, в котором можно просматривать моды, скачивать их, определять порядок загрузки, запускать инструмент для создания модов и быстро откатываться к ванильной версии. Модная платформа работает через Bethesda.net. Платных модов в духе Skyrim
Skyrim или Fallout нет и не будет. Для того, чтобы сотворить модификацию, необходимо загрузить инструмент id Studio через Steam. А чтобы опробовать моды в Doom Eternal в Steam, нужно выбрать бета-ветку PC Mod Preview в свойствах игры в библиотеке. Представьте мир, в котором музыка служит источником жизни и энергии. После исчезновения оркестра происходит раскол и воцаряется хаос. Таинственный музыкант Филимон должен собрать новый оркестр, пока на мир не опустилась полная тишина. Вот такой замес предлагает платформер под названием Симфония. Здешний герой перемещается по локациям при помощи скрипки и смычка. Каждый уровень нарисован вручную. Судя по описанию, сражений в игре не предвидится. Весь упор авторы делают на платформе, а для самой важной части игры — музыки — команда привлекла композитора Оливье Эсмона, а исполнил его произведение Парижский оркестр. Релиз Симфония состоится в конце 2024 на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Компания Ready at Dawn, некогда выпустившая спорную The Order 1886, а также приложившая руку к God of War Chains of Olympus и Ghost of Sparta для PSP, перестала существовать. Инсайдер под позывным Shinobi 602 поведал, что у команды были планы на продолжение Ордена. По его словам, все самое крутое должно было появиться именно во второй части. Помните, какой фурор устроила Assassin's Creed 2? Вот второй Орден должен был так же. Но разрешение заняться сиквелом разработчикам не дали. В данный момент права на тайтл по-прежнему сохраняет за собой Sony. Студия Daloar заявила, что хоррор от первого лица The Occultist выйдет в 2025 году. Некто Алан Rebels, исследователь паранормальщины, отправляется на загадочный остров Godstone, дабы раскрыть тайну исчезновения отца и столкнуться с последствиями деятельности жуткого культа, при том, что сама секта уже давно сгинула. При помощи своих способностей Алан должен взаимодействовать со зловещими душами, оставшимися на улицах и в зданиях Godstone, а тех, кто настроен враждебно, обходить стороной. Взаимодействие это Rebels будет осуществлять при помощи магического маятника. Ожидаются разного рода головоломки и геймплей с упором на скрытность. Также обещают напряженную атмосферу, эмоциональный сюжет и залипательную картинку. А еще главного героя озвучил Даг Кокл, английский голос ведьмака Геральта. Оккультист выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series. Лучшим блогом недели в этот раз становится работа пользователя That's Good, который показал, как путь к платине в GTA San Andreas Definitive Edition раскрывает игру, и так ли это трудно на самом деле. А лучшим обзором становится работа Шраби Скама, во всех деталях поведавшего о двумерном соус-лайке Tales of Iron. Поздравляю, за косарями обращайтесь ко мне в личку на сайте. И снова пара-тройка новостей одной строкой. Sony поделилась системными требованиями ПК-версии God of War Ragnarok. В целом системки норм, но вот место на SSD-шнике понадобится аж под 200 гигов. Подробнее смотрите по ссылке. Группа модеров, работающая над Fallout Vault 13, ремейком первого Fallout на двигле 4 части, рассказали, когда нам ждать демку. И пока я готовил инфакт, она должна была уже выйти, так что если заинтересованы, чекайте, а в комментариях расскажите, как оно вообще. И, наконец, Vampire Survivors определилась с датой релиза на PlayStation. Версия для 4 и 5 PS получит весь выпущенный на данный момент контент и выйдет погулять 29 августа. И у меня на этом все. Приятного аппетита, отличного настроения и балдежных выходных!